Доброго времени суток. Сегодня разберем такую проблему. Стиральная машина выдает ошибку LE. Эта ошибка, значит, блокировка мотора. То есть мотор работает нештатно. И сейчас разберем возможные причины и ремонт. Машинка самая распространенная, LG на 6 кг, прямой привод. Погнали. Значит, чаще всего эта ошибка вызывается либо некорректной работой как раз таки самого мотора прямого привода. Вот, первым делом, то есть нужно нам проверить, легко ли он вращается, нет ли каких-то посторонних предметов, которые могли его заклинить. Ну, здесь все отлично. Вот, значит, далее мы проверим на этом моторе обмотки и датчик холла, который здесь установлен. Возможно, причина в этом датчике. Чаще всего, значит, будем снимать. Чтобы снять этот мотор, нам нужно снять только ротор вот этот. Мы откручиваем вот этот болт. Чтобы открутить этот болт, нужно, значит, взять ключ хороший с большой ручкой. Вот. И сняв верхнюю крышку, значит, одну мы руку засовываем в барабан и в нижней части цепляемся за порог. Значит, другой рукой ключом, держа правой рукой барабан, мы левой рукой пытаемся открутить этот винт. Он, значит, в резьбу туда они при производстве капают резьбовой клей, поэтому откручивается он непросто. Ну вот, винт мы выкрутили не без труда. Вот этот зеленый как раз резьбовой клей. Очень-очень много они сюда его льют. И там, собственно, остался. Обязательно перед установкой его отверткой и зубной щеткой снимаем. И капнем нового. Далее снимаем вот этот ротор. Ногами упираемся сюда в козырек. Бак наклоняем немножко вниз. И ротор тянем на себя. Он держится, притягивается вот этими вот магнитами. Здесь у нас статор остался, который держится на винтах. Откручиваем вот эти вот крепления, и все винты статор тоже будем снимать. Все, статор открутили. Здесь, кстати, виднеется уже первый подшипник 205. Так, вот такой вот у нас статор. Вот этот датчик нас интересует. И прозвоним обмотки также. Ну вот, значит, звоним все обмотки между собой. Первый, второй, третий, первый, третий. И у нас должно быть порядка 8 Ом. Ну, 8 с небольшим. Далее, значит, прозваниваем сам этот датчик холла, пока можно его не снимать. Вот, ставим, значит, мультиметр предел 200 кОм. И звоним сначала вот эти два крайних. Тут должно быть 10 примерно кОм есть. И теперь звоним левый, слева направо, первый, второй. Там должно быть порядка 20 кОм. Так, тут 0. Ну, датчик у нас неисправный. Датчик, значит, снимается. Вот здесь есть лапка спереди. Вот здесь вот ее отверточкой поднимаем. И здесь вот тоже 3 такие вот как бы защелки. Они просто защелкиваются, и все. Датчик на месте. Вот на этом уже новом датчике первый, второй контакт слева направо показывают как надо, 20 кОм. Смотрите, такой момент здесь вот на этой колодке, которая идет на обмотке, защита от неправильного подключения. Вот видите, здесь контакты получается вот такой вот формы. Но у меня была одна машинка, после мастера какого-то переделывал, вот он эту колодку умудрился перевернуть и воткнуть все равно. Несмотря на то, что она не лезла, она залезла наполовину, защелки не защелкнулись, но он все равно так оставил, собрал. Ну, естественно, машинка тоже выдавала ошибку LE такую же. Даже такое бывает. Перед установкой желательно черновым другим болтом прогнать резьбу, чтобы окончательно этот клей удалить. Чтобы тот болт, он все-таки сыромятина, чтобы его не сорвать, не дай бог. Ключом просто прогоняем и все.
Также смотрите, перед тем, как снимать, допустим, статор или ротор, если вы не уверены, что это датчик именно, да, вот, причины еще могут быть. Вот посмотрели провода, синий, красный, коричневый, белый, вычисляем, значит, вот они, вот эта синяя колодка, просто ее выщелкиваем и прозваниваем по проводам этот датчик холла. То есть у нас получается два ближних должны быть там 20 килоом, и вот эти 10 килоом крайние. Можно так прозвонить. Винт уже родной штатный очистили от остатков того клея, наживили, посмотрели. Все, он хорошо, легко заходит. Теперь берем, можно вот такой вот, я использую резьбовой клей, тоже капаем, чуть-чуть, много не надо. Он нужен для того, чтобы его не пришлось перетягивать. То есть мы с помощью этого резьбового клея болт затянем нормально, не будем перетягивать, и он будет держаться. Клей на металле высыхает очень быстро, и все, никуда уже не денется. Ну все, машинка пошла, барабан крутится, мотор работает исправно, ошибок никаких нету. То есть дело было как раз таки в этом датчике холла. Это одна из самых частых причин вот этой ошибки. Также бывает, значит, вот посторонний предмет, который я говорил, клин бака, либо, допустим, убитые подшипники, тоже может заклинить при этом барабан. Вот. Если у вас, соответственно, из этих причин ничего не подтвердилось, значит, у вас уже проблема с электроникой, с электронным модулем. Вот здесь вот на модуле под этим вот черным радиатором установлен так называемый драйвер управления мотора. Вот, там, значит, силовые транзисторы IGBT, в общем, целая система, инвертор, целая, короче, сборка. Вот, и бывает такое, редко, правда, но бывает, что эти драйвера тоже летят. Там очень много ножек, он тяжело выпаивается, нужно этот компаунд расковырять. Ну, тоже можно, они продаются, в принципе, на заказ можно будет найти. Вот, но чаще всего виной вот этот вот датчик холла. Ну что ж, мы разобрали, значит, такую проблему. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в Инстаграм, тоже подписывайтесь. Вот как-то так.